Здравствуйте, дорогие друзья! А мы продолжаем серию наших интервью в рамках проекта «Устная история», посвященному практикам переселенцев, представителей русскоязычной культуры на территории Кыргызстана. И с вами я, ведущая Алена Маслова. Сегодня у нас в гостях яркая, интересная Василиса. И мы узнаем ее историю, чем она занимается, и она поделится практикой, как обживались, что показалось интересным, что странным, а что вдохновило. Здравствуйте, Василиса. Здравствуйте, Алена. Расскажите немного о себе. Я дизайнер. Мы уже 2 года здесь. И в целом влюблены в страну. Никогда бы не подумали, что можно вот так вот взять, переехать и на самом деле обжиться. Но природа, культура, люди, которые очень добродушны и радушны нам. Это все заставляет вдохновляться. И даже сейчас, побывав у родителей, мама сказала, наверное, вам там даже лучше. Есть что делать по сравнению с Москвой, потому что постоянно какой-то движ, постоянно есть куда смотреть, что делать. И фотография очень вдохновляет снимать горы, пейзажи. Вообще что-то знали о Кыргызстане до тех пор, пока не решили переехать? Нет. А какие-то стереотипические вещи были или полностью вот табула раса? Вообще ничего? Скорее ничего, потому что я обитаю в своем мире. Поэтому задумывалась скорее типа про Корею, про Японию. Задумывалась, но не то чтобы прям переезжать. А как решили, как вообще выбрали Кыргызстан, как решили переехать? Судьба, я бы сказала, за нас решила, потому что как случилась великая информация, так мы с мужем сначала поехали в Казахстан, потому что он родился в Казахстане, попутешествовали там в течение 3 месяцев, и, соответственно, настала пора делать border run. Мы приехали сюда. А тут у меня волшебная история с бабушкой случилась. И, собственно, из-за этой бабушки мы остались и, скажем так, даже обрели новую семью. Как интересно. Да. Поделитесь или это лично? Нет, это очень хорошая история, потому что однажды, получается, года 3,5 назад я ехала к подруге в Крым, и мы заболтались в поезде с бабушкой. И она говорит такая, у нас хорошо, там рассказывала, какие радушные люди, как все мило, как они дружат всем двором, с соседями. И говорит, приезжай в Кыргызстан как-нибудь там с мужем, я вас жду. Я такая, это очень хорошо, прекрасно, вы, пожалуйста, телефон оставьте. И обменялись телефонами, все. А потом через полгода, соответственно, мы с мужем уехали в Казахстан на машине, прям вот так вот все побросав. Внезапно нас родители собирали, прям все, прощались, плакали. Мы такие, ладно, ничего, мы не навсегда, очень не хочется обратно. Попутешествовали по Казахстану, муж показал все, что там, где родился, его какие-то места памятные. И, соответственно, поехали в Алматы делать этот border run. И звоним, это же Кыргызстан уже, хотим понимать, как там что, потому что тоже, правила отличаются. И как раз звоним Ольге Михайловне. Она говорит, ой, приезжайте, я все расскажу. А мы думали, мы приедем, и даже просто спросим, типа, где поменять деньги, где можно остаться, и на следующий день вернемся уже, наверное, в Алматы будем обживаться, потому что там горы. После Казахстана, после степей мне дико хотелось в горы, невозможно. А она говорит, оставайтесь-ка у меня. Вообще, просто оставайтесь, вы прекрасные ребята. А еще декабрь, 20 число, такой вроде новогодняя пора, а журчат ручьи, щебечут птицы. Мы такие, что? Что тут за тепло? Особенно после минус 40-х морозов. Такие, ладно, Ольга Михайловна, спасибо, останемся. И 1,5 недели мы жили у нее, потом она помогла снять квартиру. И мы такие, нам тут больше нравится, потому что тут меньше претензий к мужу со стороны просто местных жителей на тему того, что он бежал. То есть их вообще здесь нет. Плюс то, что горы, плюс то, что есть поддержка как раз от бабушки, потому что у нее, получается, дети. Одна дочь в Нидерландах, вторая в Москве. У меня родители остались в Москве, и мы такие просто сошлись. Они с мужем, мы с мужем. И теперь мы это постоянно вместе. Она нам помогает по каким-то вопросам, мы помогаем по вопросам. Там буквально на даче тоже что-то пересадить, я не знаю. Но такая история. Вот эта история. Вы сказали про претензии, и действительно в Кыргызстане мы тоже переехали в то же время, что и вы, и мы вообще не заметили никаких претензий здесь. А были ли они действительно в Казахстане?
Да, было. Мгм. Ну, причем, ну, это маленькие, конечно, Мгм. такие претензии. Вот. Но самое смешное, что они были от русских женщин за Ну, 50. понятно. Причем муж говорит, ну я тут родился, что же вы начинаете? Мгм, мгм, Вот. Они мгм, такие, мгм. вот так вот. Да. Ну, Ну, удивительно, что дошло и до туда. Да, это действительно странно. да, но в А, целом, Понятно, понятно. Спасибо, что рассказываете и делитесь. Этот опыт очень ценен, и у нас огромное комьюнити по всему миру да. нас смотрят. Те, кто говорит на русском языке, те, кто русский, те, кто не русский, но изучает русский. В общем, все, кто как-то относится к русской культуре и языку. Это очень интересно. А вот что касается первого впечатления. Вы приехали. Сначала Казахстан, потом Кыргызстан. То есть ли какой-то мотив, который был одинаков, или принципиально другое? Вы приехали и вас поразило, или наоборот спокойно? Поделитесь. Ну, мне как-то было спокойно, потому Мгм. что я относительно... Ну, я всю жизнь росла в Москве, получается, 27 лет я была там. Мгм. Вот. Но и в целом я как бы путешествовала когда-то и по России, и в других странах была, поэтому я очень лояльна Мгм. ко всему. В Казахстане мы вообще жили в деревне. Там как бы это была даже э, станция железнодорожная, скажем так. Поэтому просто вернувшись в город, я такая, о, город, отлично, тут есть рынок, люблю рынок, тут есть люди, доставка, что-то кафешки, ну то есть тут есть горы в конце концов, потому что час, и ты уже в горах. И это было радостно, потому что наконец-то есть движ. Мне необходима хоть какая-то социальная активность, хоть просто выйти. Вот. Именно когда я пожелаю. Не каждый день, вот, но когда хотелось бы. Поэтому мы сюда приехали. Прикольно было, что нас поддержала, соответственно, Ольга Михайловна и ее муж. Это просто невозможно бесценное. Вот. И это был канун уже Нового года. И, Мгм. соответственно, мы прям буквально за несколько дней мы переехали к себе в квартиру. Вместе отмечали опять у них. Вот. Ну и просто обживались, смотрели. Вот. Спустя только год или полтора я, наверное, поняла, что, оказывается, я все-таки грустила, потому что я Мгм. обычно, скажем так, вила гнездо вокруг себя. Я очень Мгм. много делаю чего своими руками. Ну, банальный какой-то дай-крафт. Вот. А тут я такая, нет, я ничего не хочу. Я прям типа, я хочу ездить, я хочу смотреть, но я ничего не делала. Мгм. Прям было отторжение. Мгм. Я в Москве оставила, у меня было где-то более 100 горшков цветов. Ну, то Мгм. есть они были и в том числе такие малюсенькие, там всякие кактусы, все дела. Оно в большинстве своем погибло, потому что мама про обычные растения, не про суккуленты и кактусы. Вот. Мгм. А тут я такая, я прям ничего заводить не хочу. Мгм. Никого, ничего и никак. И вот спустя только полтора, наверное, после странствия, я такая, ну, можно выкопать цветочки, потому что в Мгм. горах растут эти самые суккуленты, которые я вот видела как бы в нереальной жизни, вот на выставках. Вот. А тут они сами растут, мы с мужем лезем куда-то на гору, что-то там копаем, привозим. Я такая, хорошо, цветочки. Потом такая, давай собаку заводить. Такой, какая собака? Вот, друзья говорят, детей изводите, я такая, муж. Он такой, я говорю, уже пофиг, ладно, что будет, мы живем, непонятно, что будет Мгм. дальше, но Мгм. давай, ладно, обживаться. И вот сейчас что-то в августе так произошло, что внезапно такой пул огромный произошел тусовки, друзей, нас Мгм. собралось несколько девчонок в один момент, и я такая, ну все, тут тоже можно сказать полноценно, что дом. То Мгм. есть и там дом, но и тут уже дом. Вот. Забыла вопрос первый. Да, в общем, он и был. Да. То, что вы сказали как раз про первое впечатление. Спасибо огромное. Вы классно осветили, вы действительно подняли проблему. Я испытывала то же самое. Буквально, наверное, год или полтора я не понимала, что есть проблема. Что есть вот эта тоска по родине, вот эта нафталиновая фраза. Просто вот ты когда читаешь, ну, я не знаю, там про того же Бродского, ты думаешь, да нет, это не про меня вообще, это, Да, ну, да. какой Бродский, он там что-то переживал, было у него какое-то страдание, а у меня вообще никакого страдания нет. Но копнув поглубже, действительно, мне тоже понадобилось где-то 1,5 года в среднем, чтобы вернуться в свою тусовку, как бы уже переопределиться заново, и потом ты уже начинаешь понимать, что ну да, окей, я на своем месте, вот только так. Абсолютно согласна. И спасибо огромное, что рассказываете. Да, этот материал и интересен, и полезен всем уехавшим. Поэтому, ребята, вот мы сейчас сидим и обсуждаем это. Иногда, да, этот кризис абсолютно незаметен. Мгм. Да, действительно. И вот вы сказали про подружек. Классная информация.
Как вы социализовывались, когда приехали? Про Ольгу Михайловну поняла. Но вот здесь такой вопрос. Друзья друзей. Вы знаете эту группу? Вообще, в принципе, вы общались ли как-то с русскими или с кыргызами стали общаться? Вообще, как происходила социализация? Я пару раз ходила на кофе-встречи, и я не помню, нет, это не друзья друзей, но что-то такое, грубо говоря, рандомно выбирается, спутника вы идете. И первый раз я познакомилась с парнем, он со скульптурами что-то делает, не помню. Потом второй раз мне опять выбирается парень, и я думаю, блин, ну вот я такая с мужем сюда переехала, а у меня какие-то типа подборка, типа иди кофе попей с парнями. Что-то не так выглядит, думаю, ладно, опущу-ка я эту тему, а то типа догуляюсь, вот. А потом начала в зал ходить где-то спустя полгода после переезда, именно в Кыргызстан. Вот. И там у меня такая вроде был момент, что хочется дружить, а с другой стороны я такая, ну подходить, что-то типа мне сейчас этого не надо. Если мне нужно общение, есть муж, Ольга Михайловна, и я могу прям позвонить своим. Вот. А на тот момент еще Ольга Михайловна меня вот с Верой как раз познакомила, и мы такие тоже вроде встречались кофе попить. Но мне всегда хотелось прям типа в горы вдолбиться просто в поход куда-нибудь, залезть наверх, вот. И я искала единомышленников в этом плане. А потом, спустя где-то вот год уже, опять же, я начала вот так вот как-то в зале общаться с людьми, прям болтать. Вот. Начала подходить там в раздевалке. Если мы вроде с кем-то болтаем, ну, я говорю, а пойдем гулять? Вот буквально, пойдем кофе пить. И вот, собственно, моя тусовка, мы себя называем бишкекские, или княжны на выезде, или ведьмы Бишкека, потому что каждый такой, типа, волшебный. Классно, я бы так классно. сказала, да. Вот. И там тоже волшебная история, что я поехала на экскурсию на 9 мая, чтобы посмотреть маки, потому что сама я их найти не могла. Мне так хотелось посмотреть эти огромные, прекрасные, просто волшебные маковые поля. И ко мне подходит девушка в маршрутке и такая, привет, я Оля, давай дружить. Я такая, ну, привет, как бы, я думаю, странная эта девчонка, вот, потом, ну, как бы, давай дружить, всю эту экскурсию дружили, а потом я поняла, что, ну, как-то она очень классная. И она потом дальше познакомилась с такими же релокантами, и потом мы вот схлопнулись в 5-6 человек девчонок, которые прям очень теплое сестринство, вот скажем так. И вот у меня есть несколько человек вот так вот со стороны, кто-то из зала, кто-то вот я сейчас акробатикой занимаюсь, там познакомились тоже. И, соответственно, вот это бишкекские княжны, вот, которые тоже понаезжали и вот тусуются. Ребята, хочу к вам. Хорошо. Очень приятно. Вступайте, пожалуйста, потому что Да, прекрасно. девчонки, да. Да, объединение классное. И про волшебниц, про ведьм мне очень понравилось. Люблю все такое волшебное. И очень Женские круги, да. Женские, Да, женские круги. Да. Про книжки тоже очень классно. Вопрос сразу про информацию тогда, да? Получается, когда мы приехали сюда, мы не ощущали никакого такого информационного поля, ну, банально потому, что сейчас везде интернет. Но книги достать оказалось реально непросто, потому что когда ты вспоминаешь Московский книжный дом, тот же Арбат, это боль, и ты думаешь, господи, где мои вот эти кастомные дневники, где вот эти книжечки, которые ты хочешь просто все скупить, почитать, всю канцелярию там разобрать, в общем, все, что можно. Вот. Ну и питерские тоже книжные развалы ты тоже вспоминаешь, и развалы на метро Университет. Ну, в общем, все, что можно, ты вспомнил. Что-то было ли такое? Вот ностальгия, почему? Классно, вы классно отметили, вот суккуленты, согласна абсолютно, действительно. Я тоже, когда приехала, обзавелась друзьями, то есть цветами, да, просто здесь, да, это важно. Действительно, да, это важно. Вот. А про книги, про информацию, вообще был ли какой-то информационный дефицит, что-то было ли такое? Ну, на самом деле нет. Нет. Потому что, да, я как-то очень интенсивно живу. Сейчас, я думаю, надо просто выспаться. Да. Ну, это после Москвы, после поездки. Но я просто последние годы я читаю на электронной книге, и поэтому достать через интернет не проблема. И скорее есть какие-то
какие-то произведения, которые вот я люблю, вот да, вот я не знаю, понюхать, полистать там, но это они прям единичные, и поэтому мне сложно, мне прям должно что-то понравиться. Во-вторых, мы очень долго с мужем принимали концепт того, мы хотим остаться, мы хотим стать цифровыми кочевниками, и поэтому еще и книги копить. Вот. С другой стороны, как художник, я такая, да, больше блокнотиков, много блокнотиков, как бы мои блокнотики, при этом я не понимаю, что в них писать, потому что у меня вся работа на интернете. Я не успеваю рисовать, потому что, ну, сейчас вообще не про это. И есть несколько блокнотиков, я такая, ну, буду вести свои там тренировки, вот приятно. Есть у меня теперь маленькая книжечка, где какие-то заметки по работе, я такая, приятно. И все, и, собственно, этого хватает. Но я вижу, что тут есть иногда, да, маленький развал, ну, конечно, это ни в какое сравнение. И если что, ну, Wildberries, Озон, Ну да. там, я не знаю, доставки все, Уже, или да. типа, ребята, давайте вот те, кто гоняет в Москву, там даже из русского сообщества некоторых, ну, можно договориться, типа, чувак, привези мне книгу, ну, очень надо, и все такие, не проблема, хотя бы так. Но лично у меня в этом плане дефицита не было, потому что интернет наше все. Какие еще вещи вы подумали, что хорошо бы купить здесь, и пришлось заказывать? Было ли что-то такое? Или, в принципе, нет? Все. Нет, да в целом просто обживались. Тут, по сути, есть все. Тут эти пункты выдачи. И то есть они решают основной вопрос. Ну Мы да. пробовали с мужем гонять на Дордой. Вот, и в целом тоже интересное приключение. Просто понимаешь, что иногда цена того, что ты едешь туда, что ты там выбираешь, вот это ходишь, это почти такая же цена, как и этих пунктов выдачи, и поэтому уже все забиваешь, и интернет все решил. Вот. А так, если прям для души что-то хочется, есть все-таки маленькие книжные интересные магазинчики, и там тоже можно себе выбрать немножко карандашков, немного этот красивый какой-нибудь блокнотик, и, так сказать, все это желание сразу утоляется. Вот. Ваше творчество, поэтика и индивидуальный стиль, идеостиль. Что поменялось, когда вы были там и когда вы здесь? Ваш внутренний мир как-то изменился? Какие-то грани его стали более освещенными? Или что-то пришлось показывать, видно, долгий ящик? Или что-то переосмыслилось? Очень интересно. Не знаю. Но мне кажется, нет. Вот. Ну, просто, да, появилась тоска теперь. Понятно, что куда меня влечет, то есть сильнее ощущается вот эта родина. Сильнее и чаще стали петь песню «Конь». Когда выйду ночью в лес с конем, там вторая часть вообще душевнее. А так в целом нет, не потерялась. Просто иногда, там, я не знаю, бывают у меня моменты, когда вот я сижу, допустим, вот эту зиму, когда темно, холодно, не хочется выходить гулять, потому что летом хочется выходить гулять, летом уже пофиг на творчество, я гуляю, я природа, я вдыхаю природу. Мне некогда, вот. А зимой как раз, ну, для меня это время там созерцания как раз, или время подтачивания портфолио, или время как раз обустройства уюта. И вот что-то про вот рукоделие, когда ты можешь сидеть вот неделю, 2 недели, не выходить из дома, просто сидеть, что-то смотреть, чуть-чуть работать и вот делать всякие такие штуки. Поэтому в данном случае в Бишкеке, грубо говоря, у меня появился акцент на заготовках. Я такая, типа, теперь не просто готовить, а быть хозяюшкой. Давай катать варенье, вяленые помидоры, открытие просто моей жизни, потому что нигде не пробовала, а тут они получаются какие-то вообще супер-мега офигенные в моем исполнении. Вот. Ну и, собственно, учусь работать с тестом. То есть запеканки, беляши. Я приехала в Москву в этом январе, говорю, ребята, я научилась, теперь я устраиваю чебуречную вечеринку. Сестры такие, это метафора? Я говорю, нет. И, короче, мы катали там с водкой тесто, всем нажаривали, все говорят, что еще ты там в Бишкеке познаешь? Я говорю, никто не знает, что там еще познаю. Точно. Поэтому нет, я не чувствую, что какая-то смена пошла ракурса, просто я такая, ну, теперь вот эту вот ветку направления познаем, ну, теперь вот это вот еще. Ну, и оно будет закреплено, грубо говоря, с этим местом. Поэтому типа, я себя не потеряла в этом плане. Ваш внутренний дом, образно, тот, который был в Москве, и тот, который здесь. Появились ли какие-то вещи традиционной культуры, предметы быта традиционные? Что-то ли привнесли из кыргызской культуры? Что-то бросилось в глаза? Что-то маленькое, пиалочки. Пиалочки. Я перестала вот
пить горячие напитки в огромных количествах. То есть я в целом могу их пить в огромных количествах. Я вот с термосом сейчас пришла, чтобы бахнуть после. Но дело в том, что вот я заметила сейчас, вот вернувшись к друзьям туда, мне наливают огромную кружку, то есть прям супницу, там чая или кофе, а я выпиваю, ну дай бог, треть. Я говорю, я не могу. Я могу как бы, ну, то есть ты мне можешь 3 раза налить, так сказать, с уважением постоянно мне подливать, и я буду это пить. И очень удобно уже вот так вот пить, потому что ну, это как-то красиво. Я не знаю, еще очень сильно повлияло, наверное, год просмотра дорам корейских, потому что я такая, то есть там, ну, своя культура, это тоже азиатская культура, и поэтому как-то вот способ чаепития. А еще Ольга Михайловна учит тому, что надо есть все-таки десерты вилкой и стелить скатерть. Я такая, ну раз вы говорите стелить скатерть, вот и стелите скатерть, давайте будем тогда по правилам. Она такая, хорошо. Вот, поэтому пиалочки ввелись, а больше, наверное, все осталось. Ну, вот муж любит войлочные тапочки и войлочные коврики. Вот, наверное, все. Да. Национальные узоры Кыргызстана, колорит. Вдохновляет ли что-то на создание подобного дизайна и подобных произведений, стилизованных под кыргызскую культуру? Ну вот я видела, допустим, гуляя под Сумо произведения, я такая, ну вот сумочки мне нравятся. Вот прям чисто кыргызские сумочки, именно с орнаментом. И тапки, соответственно. Да. Вот. Но при этом, чтобы это было вот... Если тапки могут быть абсолютно безумные какие-то аладдины, типа тапкам все простительно, то сумочки, типа, извините, тут или черно-белое, но зато вот с этим пионом, по-моему. Боже мой. Надеюсь, я не ошиблась. Вот. Все. Понятно. Были ли в юрте? Вообще посещали ли этнику? Да. Я сразу прошлась по всем музеям. Мы ездили на Иссык-Куль смотреть Рухардо, по-моему. Вот. Ну, в целом очень прикольно. В целом еще такой момент, что мы с мужем праздновали нашу свадьбу в юрте. На самом деле, то есть никто не знал. А у меня просто друзья, и вообще я работала в детском ролевом лагере. Вот, и там очень креативный директор, художник. И вот он построил в Ивановской области там юртовый лагерь. И, соответственно, его подарок на день рождения был, что вот бери базу, приезжайте туда с ребятами, гостями и празднуйте. И у нас в огромной хан-юрте проходила свадьба. Она, конечно, не в таком колорите, как местный, там, то есть, ну, она большая, там, официальные столы, все дела. Но просто сам факт, что, типа, да, я и была в юрте, и в такой юрте, и вот как раз мы тоже ходили, смотрели, как происходит и в историческом местном музее, вот, и если где-то что-то есть, то обитаем. И вообще хочу маленький брелочек с юртой. Потому что, ну, это как-то очень мило. Это вот, знаете, типа какой-нибудь подсвечник с панельками 9-этажный, и тут же стоит маленькая юрта. Вот я поняла, что я хочу. Но это, благо, очень быстро исполнимо. Какие планы на Новый год? Будете в Кыргызстане? Но у нас нет вариантов. У нас нет вариантов не быть, да, поэтому этот 3-й Новый год уже будет в Кыргызстане, вот, но в данном случае, скорее всего, мы будем праздновать вот именно как раз нашим бишкекским сообществом. Причем это, скорее всего, будет кратко, типа в 9-10 встретились, там, в 2 часа у всех дети, извините, расходимся. Ну и мы такие, ну и слава богу, как бы, зато встанем пораньше на следующий день. Так что да, праздновать будем, а теперь активной, веселой тусовкой, которая что-то там придумывает, что-то какие-то будут задачи у нас, эти остановки квестовые. В общем, я такая, ну погнали. Всякая бюрократия, изготовление документов, регистрации, сейчас уже ВНЖ. Да, боль, но как без нее? Сейчас в рамках интервью. Значит, изготовление виз. Что-то пробовали здесь делать? Как все прошло? Я сейчас приступлю только к этому, потому что у меня пока до февраля именно временная регистрация, но, соответственно, надо делать вид на жительство. Вот. Муж сейчас в процессе одобрения, и у нас единственный наш аргумент — это типа, ну, у нас есть деньги, поэтому мы тут живем. А это один из 3 аргументов, потому что регистрировать ИП мы не хотим, это как-то еще даже муторнее, вот. И непонятно, как с ним дальше быть. Вот. А собственности нет, вот. И, соответственно, просто типа у нас есть деньги на то, чтобы быть тут как минимум полгода, вот. И есть накопления, поэтому вот
мы тут не бомжуем, пожалуйста, одобрите нас. Ну и, соответственно, пойдем, вот я скоро пойду в ЦОН, мне уже сказали, что вот, ЗАГС это вообще-то отличный ЦОН, там вот есть, там для иностранцев самое то. Вот, с Ольгой Михайловной мы уже сделали доверенность, она нам вот как раз помогает в этих вопросах. Ну и, соответственно, мне этот квест предстоит. Благо, работа начинается во второй половине дня, и я такая, не надо отпрашиваться, можно относительно спокойно. И очень рада, что тут появилось это приложение «Тундук» с очень смешным названием. Я такая, «Тундук» каждый раз. Но оно хотя бы дает возможность записаться заранее, потому что до этого мы с Ольгой Михайловной ходили, такие типа встречаемся в 6, ЦОН открывается в 9, и сидим такие в темноте, под дверью, чтобы быть одними из первых, чтобы нас пропустили, потом еще почему-то все равно, несмотря на то, что мы пришли первые, толпа приходит в этот ЦОН, и их вызывают раньше, мы такие, ну ладно, и часов около 10 мы освобождались, выдыхали, она ехала к себе по своим делам, поэтому мы так рано. Я такая, хорошо. Вот. Работу сразу нашли здесь? Или вы по удаленке работаете? С работой тоже отдельная такая ситуация, потому что, уехав из России, муж потерял, потому что там только на территории РФ. Мы оба удаленщики. Вот. Потом меня сократили, потому что работа была связана с туризмом. Фирма. Я такая, ладно. Потом я нашла работу на Дубай, там дизайнером, вот, и сейчас тоже директор такой, типа, извини, какая-то жопа, типа, вот так вот фирму мотает, типа, люблю, целую, но не могу. Вот, и я такая, ладно, вот, сейчас, соответственно, дальше я нашла, вот, посмотрим, что-то, как там будет. Но я не очень ей удовлетворена, потому что для меня это именно графический дизайн, а я все-таки мечу в продуктовый. Вот, и я такая, ну, пусть я буду заниматься этой, как раз зиму пройду, обучаться буду, вот, там дальше повышение квалификации, потом еще пара пэт-проектов, вот, и как раз весной можно уже будет что-то еще или брать, как вторую, или вот эту бросать, ну, то есть посмотрим. Но, да, мы всегда искали не здесь, хотя у мужа есть опыт работы, он долго не мог найти. И он такой, ну, раз я не могу найти, я пойду работать на рынок. Вот буквально я такая, ну, это твое решение, давай попробуй. Вот. Потом я говорю, так, хорошо, ты поработал, ты сам себе дал пинка, скажем так. И он сразу же нашел на удаленке. Я такая, молодец. Все, поэтому сталкивались с вопросами работы, но сейчас, когда рубль падает, мы такие, работать можно, Кыргызстан еще и нормально. Но у меня были тут частные заказы именно по дизайну, потому что все зовут в офис. Я говорю, я не хочу в офис. Мне говорят, а почему ты не хочешь? Я говорю, вы меня будете трогать буквально, типа со мной общаться. Я когда вот в работе я не люблю общаться, я компьютер, и мы вдвоем существуем. И там тоже прикольная история, что мне вот звонил мужчина, предлагал вот это все, он говорит, ну мы вас трогать не будем. Я говорю, я вам не верю. Я говорю, я не люблю людей, я не хочу работать. Я люблю людей, просто я такая, на работе не хочу. Он такой, ну вы же девочка. Я такая, ну что это вообще значит? Он такой, ну смотрите. Они позиционируют себя как топ-3 маркетинговое агентство Кыргызстана. Так. Вот. И рассказывает мне историю, что вот к нам приходит вот в офис арматура, вот все мужчины встают, идут, разгружают, а вы, девочка, вы разгружать не будете. Я думаю, маркетинговое агентство, да, дизайнер и разгружать арматуру. Я такая, ну это прям... Хорошо муж сидел, слушал, потому что мы вдвоем просто взоржали. Такие, спасибо, конечно, байке, но это... Он говорит, ну есть хоть кто-то, может, вы можете посоветовать? Я такая... поспрашиваю. Потому что уникально, типа дизайнер-грузчик. Да, про зарплату мы так и не говорили, потому что я такая, но бывает вот. Поэтому... Прекрасная история со множеством ярких и смешных моментов сегодня от Василисы. Спасибо огромное, что делитесь вашей устной историей. Что пожелаете ребятам, которые хотели бы приехать в Кыргызстан, а может быть и остаться здесь? Запаситесь экипом, палатками, это очень важно, и объедайтесь самсой, бурсоками. Спасибо огромное, что пришли. Вам спасибо, что пригласили. И спасибо вам, что смотрите нас в рамках проекта «Устная история», проекте о переселенцах, представителях русского языка и русской культуры и их адаптационных практиках здесь, на территории Кыргызстана. С вами я, Алена Маслова. До новых встреч, друзья! Пока!